Сегодня приготовим домашний киевский торт. Многие хотят приготовить киевский торт, но боятся. И скажу вам честно, бояться не нужно. Я не великий кондитер и готовила этот торт всего 2 раза, но результат превзошел мои ожидания. Любители киевского торта оценили его на высшем уровне. Перед тем, как начнем приготовление, разогрейте духовку до 120 градусов. Нам понадобится 4 белка. По рецепту белки должны быть состаренные. За сутки до приготовления отделите белки от желтков и оставьте при комнатной температуре в темном месте закрытыми. Перед тем, как взбивать белки, убедитесь, что посуда сухая и на ней нет жира, также и на венчиках. В белки добавляем часть сахара для белков и начинаем взбивать. На крайний случай возьмите яйца, которые несколько дней лежали не в холодильнике при комнатной температуре. Свежайшие яйца не подходят для этого торта. Полное описание рецепта есть под видео. Взбивая белки, постепенно добавляем весь сахар. Также можно взять сахарную пудру. Немного взбили белки с сахаром и добавляем 5 грамм кукурузного крахмала. И взбиваем до плотных пиков. Белки взбивала я примерно 10 минут маломощным миксером. И смотрите, какая глянцевая и плотная меренга получилась. В отдельной емкости смешиваем все сухие ингредиенты: 20 граммов муки, 30 граммов сахара, 80 граммов измельченных орехов. И в 2 приема вводим сухую смесь в меренгу и очень бережно перемешиваем лопаткой. Духовку я уже разогрела до температуры 120 градусов. И выпекать я буду с немного приоткрытой дверцей. Выпекать коржи я буду без форм. На пергаменте я нарисовала круги диаметром 20 см. Пергамент переворачиваем на другую сторону. И распределяем в равных пропорциях на 2 коржа. Аккуратно разравниваем по диаметру круга. Из 4 белков коржи в этом диаметре получаются невысокие. Если хотите сделать торт повыше, сделайте диаметр поменьше, примерно 17-18 см. Учитываем, что при выпекании без формы коржи немного станут больше в диаметре. Очень важный совет из моего опыта. У меня дома очень высокая влажность, и после выпекания коржей я выключила духовку и оставила коржи минимум на 12 часов в духовке отстояться. Аккуратно переместим все на противень и ставим в духовку при температуре 120 градусов по Цельсию на 2,5 часа. Приготовим крем-шарлот. 4 желтка отправляем в кастрюльку с толстым дном. Добавляем 130 граммов сахара и очень хорошо перемешиваем с желтками. Добавляем молоко. Все хорошо перемешиваем до однородности. Ставим на маленький огонь и постоянно помешиваем, варим до загустения. После закипания примерно 1-2 минуты. Затем снимаем с огня, накрываем пленкой в контакт и оставляем до полного остывания. 180 граммов сливочного масла комнатной температуры взбиваем 5 минут. До побеления, до пышности. Очень важно, чтобы сливочное масло было хорошего качества. Собираем со стенок взбитое масло. Ввожу где-то в 3 приема заварную основу в масло и взбиваю примерно по полминуты. Когда крем готов, ему нужно дать постоять, немного охладиться. Для украшения это особенно важно, чтобы хорошо сделать цветы. Скажу честно, у меня не было времени дать ему остыть. Теперь будем собирать торт. Прошло чуть менее суток. Снимаю коржи с пергамента, и вот такой характерный хруст у них должен быть. Первый раз я выпекала коржи по одному, и первый корж пока остывал, он от влажности в квартире стал мягким. Я решила, что второй корж оставлю в духовке и просто его съедим как неудавшийся киевский торт. Мне сказали, чтобы я чаще делала такие неудавшиеся коржи, и я рискнула второй раз приготовить киевский торт. Так как коржи выпекались без формы, сейчас я равняю под нужный мне диаметр, обрезаю аккуратно края. Крошка пойдет на украшение боков.
Крема кладем так, чтобы закрыть корж и чтобы наши коржи хорошо соединились. Промазываем оба коржа и соединяем их крем к крему. К сожалению, не сняла этот момент, но если у вас будут вопросы, смело задавайте в комментариях. Немного оставляю светлого крема, а в оставшийся добавляю какао, сделать такой немного кофейный цвет. Этим кремом покроем верх торта и бока. Затем украсим бока оставшейся крошкой или по желанию можно сделать орехом. Насада для украшения у меня пока что нету. Одноразовый кондитерский мешок складываем вдвое и еще раз вдвое. Обрезаем на угол с двух сторон. Получается у нас такой треугольничек. Вот такими зубчиками у нас получился носик кондитерского мешка. Наполняем кондитерский мешок кремом и будем пробовать делать цветущую ветку каштана. Не судите строго, я первый раз делаю украшение из крема. Теперь попробуем сделать листочки. Носик кондитерского мешка я уже вырезала по-другому. Это тортик для домашнего чаепития. Нужно было, чтобы крем немного остыл, но я спешила и крем не ставила в холодильник. И если никуда не спешить, это получится намного лучше. В данном видео я хотела показать, что не нужно бояться и попробовать приготовить очень вкусный торт. В следующий раз, я думаю, получится он намного красивее. Не бойтесь готовить что-то новое. До новых встреч!